Всем привет! Меня зовут Джамина и добро пожаловать на мой канал. Я сегодня хотела снять Q&A или вопрос-ответ, потому что в моих комментариях я заметила, что есть много вопросов, на которые я еще не ответила. Давайте начнем. Первый вопрос. Джамина, давным-давно от тебя не было роликов, где пропадала. Да, я в прошлом году не выкладывала видео, просто из-за того, что я была очень занята. В прошлом году я начала новую работу, и у меня было много дел, и еще много экзаменов из-за моей работы, и поэтому времени вообще не было. И что касается Ютуба, я еще новичок, и я много всего не знаю, и мне нужно так много времени, чтобы монтировать видео, выкладывать видео. И еще YouTube для меня это просто хобби, я выкладываю видео для души, когда время есть. И значит, когда время есть, я выкладываю, когда у меня есть много дел, и я очень занята, я не выкладываю. И поэтому я не могу обещать, что в будущем будет много видео. Но я стараюсь. Еще один вопрос, это для чего ты хочешь учить русский язык? Я получила много таких комментариев, потому что в прошлом году я выложила видео о сложных аспектах русского языка, и многие задали такой вопрос: Джамина, зачем? Если русский язык такой сложный, зачем ты его учишь? И у меня уже есть видео об этом, вы можете его посмотреть, но я могу сейчас просто кратко говорить о том, почему я учу русский язык. Во-первых, я начала его учить, когда я была в школе, мне было 11 лет, и там русский язык был обязательным предметом. Это не очень типично в Англии, но я ходила в гимназию, и там языки были очень важными предметами, и нам всем нужно было изучать 3 языка, и поэтому я учила русский, и еще французский, и немецкий язык. И у меня были очень классные учителя, и поэтому я очень любила языки, когда я была в школе. И я решила просто продолжать изучать русский язык, и поэтому я изучала русский язык и немецкий язык в университете. И когда я была в университете, я провела несколько месяцев в России, и после окончания учебы я вернулась в Россию, я там прожила 1 год, и мне очень понравилось. И сейчас я продолжаю учить русский язык просто потому, что мне нравится, и у меня есть друзья, которые живут в России, и мы держим связь, и мы говорим только по-русски. Мои друзья немножко говорят по-английски, но немного, и поэтому это мне важно продолжать учить русский язык, чтобы я могла еще говорить с моими друзьями. И еще я просто очень люблю языки. Я учу языки для души, это мне интересно, это весело. И я хочу еще учить другие языки. Это просто мне интересно. Когда ты была в России крайний раз? В крайний раз я была в России 4 или 3 года назад. Я закончила учебу года 4 назад, и после окончания учебы я поехала в Россию, и я там жила 1 год. Да, я там работала и жила с русскими. Я жила в Питере, и это было очень круто. И когда есть такая возможность, я бы хотела вернуться и увидеться с моими друзьями. Вы с какого возраста начали изучать язык? Да, как я сказала, я
начала изучать русский язык, когда я была в школе, и это было, когда мне было 11 лет. Но я могу сказать, что когда я была в школе, мы очень медленно учили русский язык. Когда я была в школе, я очень плохо говорила по-русски. Даже после 7 лет изучения этого языка я вообще очень мало поняла. Я плохо разговаривала. Это только было, когда я прожила в России и провела там время, что мой русский стал лучше. Еще один вопрос – это откуда родители Джемимы или бабушки, дедушки? Я живу в Англии, и я здесь родилась, но моя мама из Ямайки и мой папа из Гаяны. И мой папа переехал сюда, когда ему было 30 лет, и моя мама переехала сюда, когда ей было 9 лет. И они здесь познакомились, и вот я родилась. А вы полиглот? Нет, вы не сказали, что я полиглот. Конечно, это было бы круто быть полиглотом. Но я говорю по-русски и еще по-немецки. Я бы сказала, что я лучше говорю по-немецки, чем по-русски, потому что немецкий язык более похож на английский язык, и поэтому это легче для англоязычных, я бы сказала. Еще я немножко говорю по-французски, и я немножко изучала португальский язык, когда я была в университете. Я не знаю, сколько языков нужно знать, чтобы считаться полиглотом, но я думаю, что это больше, чем 5, наверное. И я говорю по 3, поэтому нет. Джемина, каких русских писателей ты читаешь в оригинале? Ну, когда я была в школе, мы читали произведения Чехова, и когда я была в университете, мы еще читали Лермонтова, Пушкина. Я читала еще Толстого и еще... Кто писатель этой книги «Нос»? Я помню, мы читали произведение «Шинель» и «Нос», но я не помню автора. Гогол. Вот, я думаю, что это все вопросы. Спасибо большое за просмотр. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите в комментариях, и я могу снять еще один вопрос-ответ в будущем. И если у вас есть какие-то идеи для видео, пишите тоже в комментариях, и я постараюсь снимать больше видео для вас. Спасибо большое за просмотр, за поддержку, и всем пока!